Верификация двух кабинетов. Сегодня поговорим о двух кабинетах, Infinitumflame и Infinitumcard. Она несколько отличается. Итак, что необходимо сделать прежде всего вам? Прежде всего выучить правила верификации своих счетов. Хотим мы этого, либо нет. Это правило жесткое, согласно которому вот со вчерашнего дня работают обе наши подразделения, Infinitumflame и Infinitumcard. Infinitumcard в разделе Verify, наверное, все в бэк-офисе у себя видят это, когда вы получили карту. Внизу на первой странице аккаунт кликнули Activate, у вас появляется позиция Verify. Только после получения карты на руки кликаем Activate, и потом открывается позиция Verify. Почему? Если вы кликнули Activate карту, компания знает, что вы ее получили, у вас появляется PIN. Не кликайте до этого, успейте верифицировать. Без карты вы все равно ничего не сможете делать. Получили на руки, кликнули Verify, открываете эту позицию, вначале выбираете страну, выбираете документ. Документ должен соответствовать номер тому документу, который вы заполняли при регистрации. Это может быть любой паспорт, российский либо загранпаспорт, национальный либо загранпаспорт, могут быть водительские права, либо удостоверение личности. В частности, Украина, Белоруссия, Казахстан имеют эту возможность. Вот вы загружаете этот паспорт, просто паспорт, именно в карте. Плюс, когда вы загружаете документ, подтверждающий адрес проживания, это может быть только документ, который разрешил ВКРЕСТ. Не нужно чеки, оплата услуг, в России нет фактур, поэтому ВКРЕСТ сказал банковская справка. Какого вида? Она должна быть на фирменном бланке. Какого вида эта справка? Должны быть указаны либо это логотип, либо какие-то данные банка, либо какие-то координаты, что это банк на фирменном бланке напечатан. Если этого нет, извините, круглая печать. Не штамп, где указана дата. В этой справке должно указано быть ваше имя, фамилия, ваш адрес проживания, плюс дата. Обязательно не затягивайте время. Дата 90 дней. Обязательно 90 дней. Минимум 80. Без этого справка не будет даже рассматриваться. Она у вас будет висеть. У вас бесконечно будет вращаться колесо верификации, не будет указано, что значит документы рассматриваются на верификации, вы будете ждать месяц, два, три, а ее не будут рассматривать. Как мы верифицируем Infinitumflame? Вот форма специальная сделала, может быть, так будет понятно. Этот ролик будет ходить, можете останавливать эту страницу и читать, каким образом и как расположены должны быть документы. С одной и с другой стороны, на уровне лица, очень близко к лицу и параллельно лицу, то есть это все должно быть горизонтально, четко, без разворотов под углом вправо-влево. Посмотрите в зеркало, как вы держите паспорт и вот этот лист бумаги. Паспорт вы должны держать таким образом, чтобы видна была ваша фотография и номер паспорта. Они прочтут. Просто держите его ровно, раскрытым и ровно. С другой стороны, лист бумаги, на котором написано Infinitumflame, дата, когда вы верифицируетесь, эта дата свежая, ваша подпись. Лист бумаги должен быть небольшим, размер с паспорта, согните пополам, А2, в 4, как угодно. Напишите Infinitumflame, напишите ниже, если не помещается. Ну, просто будет небольшой лист бумаги, крупно написано подпись и дата. Дата обязательно. Почему? Дата свежая, исключая Photoshop. Они объяснили почему. В обязательном порядке. Сейчас так верифицировать будут очень многие компании. Но все те компании, кого верифицирует ВКРЕСТ, сейчас посылают обязательно вот такую форму. Почему? ВКРЕСТ верифицирует любой язык. Любой язык. Если у вас документ на национальном языке, они же не могут его прочесть. Да? Если у нас до этого был Жумио, который только английский и ничего другого не принимал, ВКРЕСТ принимает любой язык. Ну, пожалуйста, указывайте, какую компанию вы верифицируете. Вот здесь, в частности, Infinitumflame. Еще раз повторю, документ, который вы будете держать, если это ID, то есть удостоверение личности, держите сзади таким образом двумя пальцами, чтобы видна была ваша фотография и номер. Первая страница титульная, там видна в обязательном порядке, потому что теперь вот такая форма, это форма подтверждения ваших запросов в суппорт.
Вот она у вас есть, вы в поддержку пишите, таким же образом именно этот файл отсылайте, иначе будете получать авторассылку. В целях безопасности и сохранности ваших счетов, усиления, значит, защищенности ваших активов, вы должны прислать вот такой файл, где ваша фотография в живом виде сделана в одной руке документ, в другой руке бумага, на которой написана компания, какую вы верифицируете. Почему? Если у вас запрос идет по Infinitumflame, смена адреса, смена, я знаю чего, телефона, email, все, забыли, почту они не меняют по особому запросу, за подписью, там очень сложный процесс, email не меняют сейчас. Почему? Потому что ваша почта – это вход в кабинет Infinitumcard. Виза запретила менять логины email, поэтому забыли, очень внимательно заполняем сразу почты, без ошибок. У нас очень много было, пропустила букву, написала цифру, точку не поставила между цифрами. Пожалуйста, забыли, больше не сможете поменять вы свою почту в кабинете. Все остальное можно, номер телефона, что там еще вы хотите поменять, верификацию не прошли, QR-код, все что угодно будете писать, это Infinitumflame. Если вы не прошли верификацию Infinitumcard, вы пишете тоже только заявку через поддержку на первой странице в меню «Support» у вас в главном кабинете. Но в этом случае вы делаете фотографию Infinitumcard. Не прошла верификацию, не надо много слов, не прошла верификацию, Infinitumcard, вот такая вот форма, отправляете вот этот документ и ту справку, которую вы получили в банке. Казахстан, в частности, это другая справка. Они говорят, знают, они прошли, можешь рекомендовать, все утвердили. По Белоруссии справки из кооперативов, откуда угодно, где можете взять, чтобы стояла дата, адрес, свежее это все это проходит, отправляйте повторно через нашу поддержку. Я надеюсь, это понятно. Каким образом где ее отправлять, каким образом искать, где верифицироваться? В кабинете Infinitumflame. У нас есть две возможности. Первая, с правой стороны у вас 3 кнопки управления. Кнопка красная, красный круг, сеттинг внутри шестеренка, это кнопка управления профайлом. Вы можете нажать там и сами сразу верифицироваться, потому что если вы захотите войти в свой кабинет Wallet, и вы захотите посмотреть адрес Quark кошелька, да, вы не сможете в него попасть. У вас закрыт кошелек, вот он стоит, да, синяя кнопка с замком. Вы только на нее нажимая, увидите кошелек Quark, включен он у вас, не включен, выходят Quark у вас автоматом на карту, не выходят, вы можете увидеть, только попал вовнутрь. Попасть не сможете, если вы не верифицированы. Вас всех отправят на профиль. Поэтому идите в профиль и сделайте все то, о чем я говорю, в обязательном порядке. Чем быстрее, тем лучше. Когда открываете профиль, обязательно кликайте на кнопку управления профилем. Еще один момент. Если у вас стоит язык русский, я понимаю, что читать проще, бэк-офис, но вы должны в обязательном порядке, когда вы что-либо редактируете, либо отправляете, либо вставляете фотографию, перевести в оригинал испанский, либо английский. Только тогда у вас форма будет принята, иначе вы будете отправлять бесконечно свои файлы. Поэтому edit профиль, идем дальше. Не забыли поменять язык, спускаемся вниз, где у вас две формы, 2 квадрата. Не нужно нажимать на эти квадраты. Кликайте, вы видите, да, где написано Select ID, вы выбираете документ. Вот когда вы кликните, у вас появится форма, где вы выбираете документ, выбирайте тот документ, который вы уже приготовили, файл вот этот, да, и документ это должен быть у вас зарегистрирован при регистрации в профайле. Вы можете проверить, здесь есть ваш документ, номер, вы можете проверить. Кликаете сюда, отправляете в обязательном порядке, проверьте, каким образом у вас файл на рабочем столе сохранен. Если у вас файл будет расположен горизонтально, та же форма, все у вас его не примут, он просто будет висеть месяц-два, вы будете писать, что такое, верификация не проходит.
в вертикальном положении. Бывает, файл сохраняется в горизонтальном. Разверните его вначале, сохраните в вертикальном. Только тогда вы его загружаете, отправляете. И поверьте мне, уже очень многие партнеры за 3 дня прошли верификацию. Очень многие. Правильно все отправлено. Для чего я это говорю? Далее вы сможете, вы верифицированы, у вас исчезла здесь надпись сверху, вот здесь у вас, видите, кнопка синяя, сверху стоит надпись «Верификация на рассмотрении». Вот когда эта надпись исчезла, вы можете кликать, попадать и смотреть свои адреса. Адрес Quark вот такого вида должен быть, да? Он включен, то есть 2 голубые кнопки, вот эти активны, 2 горизонтально. Если у вас эти 2 вертикально, либо 3 вертикально, может быть, накликали чего-то, неважно. Верхняя всегда активная, верхняя позиция показывает, что ваши кварки выходят автоматом. Если у вас одна стоит, либо красная кнопка, необходимо в обычном порядке, как мы это делаем, адрес в своем кошельке скопировать кварка, отправить, вот вы здесь кликаете на синюю кнопку, все уже умеют это делать, кликаете на синюю кнопку, появляется форма, куда вы вставляете, чтобы отправить адрес, запрос на изменение адреса, отправляете, идете на почту, приходит ссылка, по ней переходите и все. Возвращаетесь снова в кошелек, в кошельке снова кликаете на кнопку адрес с замком, это ваш вход. Если вы на нее не кликали, будете искать долго и нудно. Кликаете на нее, заходите и видите картину. Либо у вас автоматом включилось, в зависимости, в какой период вы регистрировались. Вот сейчас это автоматом идет, все регистрации уже с июня. Все вообще очень быстро делается. Но вот старые партнеры никак не могут наладить процесс. У вас стоит маленький квадрат и рядом кнопка синяя «Accept». Кликните в квадратик «Accept», вы разрешаете включить автомат. Вот вы включили, у вас сразу появляются 2 кнопки, вы спокойны. Только такой режим позволяет кваркам автоматом ежедневно при распределении выходить на тот адрес, который у вас здесь указан, то есть на ваш кошелек. Храниться кварки должны во внешних кошельках. Это правило в обязательном порядке. Я надеюсь, это понятно. Верификация кабинета Infinitumcard, паспорт и справка из банка с указанием имени, фамилии, адреса проживания, который указан при регистрации, дата выдачи. Вся информация должна быть на фирменном бланке банка. Срок действия справки 90 дней. Если до конца периода действия справки менее 80 дней, не рассматривается. Самостоятельно отправить документ можно только 1 раз. Весь текст, который я говорила ранее, я специально вот здесь выделила в рамку, записала. 1 раз из кабинета вы можете отправить документ. Если у вас справка не такого вида, я специально свою вставила справку, это моя пробная отправка денег в компанию на платформу, когда я хотела проверить, каким образом и сколько времени идут деньги, чтобы поменять их на биткоины. Вот вы видите, да, бланк. Это распечатка у меня на принтере дома. Но здесь видно, что мое имя, мой адрес, дата стоит внизу. И слева, это не фирменный бланк, полученный от информации официальная от моего банка. Там идет логотип, но здесь видно. Видно все мои характеристики счета. И видно, какой у меня банк, Millennium, да, Ихибан, телефон, то есть мой банк, выше стоит здесь телефон, координаты, то есть видно, что это распечатка с официального сайта, официального банка. К тому же на английском она принимается. То есть вы берете либо подобную справку, либо справку на фирменном бланке, где обязательно будет стоять какой-то банк, страна, город, может быть, я знаю, email, телефон, но что-то стоит. То есть в обязательном порядке должны быть характеристики банка, который вам выдал эту справку. Не выдает, сделайте официальный запрос. Эта справка официальная. Эта справка сейчас я просто предоставила, а я верифицировалась тоже справкой. У меня в прошлом году, когда я купила карту, вот таким же образом отправила документ, у меня правильные документы, я отправила счет за электричество, но у нас приходит форма, сложенная в 3, и сложена она как раз была таким образом, что на фамилии получился изгиб. И меня ее не приняли. Когда не приняли, начинается переписка через поддержку. У меня тоже это заняло месяц. Я просила справку в банке, она стоит 1,5 евро, примерно столько же она стоит и в России. То есть вчера Алекс давал рекомендацию, она очень правильная, кстати, рекомендация. Если вам банк, не знаю,
не дает, не разрешает, просто через официальный запрос, через жалобу, через управляющего, пускай вам пришлют на дом. И на конверте у вас указано на штемпеле дата, у вас указано имя, фамилия, и у вас указан адрес. Если вам на руки не дают, пускай делают так. Это в обязательном порядке. Далее, вот форма, когда у вас на рассмотрении ваши документы. Они могут быть 3 дня, 5 дней, неделю, не знаю, до 15 дней. Написано с 3 до 15 дней. Именно вот эта форма, то есть на карте. У нас в бэк-офисе 3 дня рассматривается все это, в бэк-офисе Ininitumflame. Поэтому вот эта форма ни о чем еще не говорит. Пока она у вас вращается и не появилась на первой странице, когда вы входите в аккаунт, на позиции аккаунт не появилась красная полоса, все в порядке, они еще рассматривают. Но если у вас там все вращается на первой странице вот такая полоса, ваши документы не приняты, либо требуется дополнение, чего-то от вас Wellcrest хочет. Тогда в любом случае вы должны зайти в поддержку через кабинет основного аккаунта в Infinitumflame и написать в нашу поддержку, вот здесь я все это описала, в нашу поддержку написать запрос. Вот форма тикета, который составляем. То есть мы кликаем «Support», у вас открывается рядом тикет, заявка. Всегда первая позиция после «Enviarum Solicitud» пишите «Ваша почта». Почему? Потому что это тикет. Вам на почту должна прийти рассылка. Вы указываете вначале почту. В теме пишите кратко. Если это верификация, не прошла, нет верификации карты. Все, 3 слова переведите в английском. Не нужно ждать меня, пока я всем буду на португальском это писать. Нет верификации карты, все. Но всегда в описании пишите, начиная «Мой логин», «Моя почта». В обязательном порядке в начале текста «Мой логин», «Моя почта». Нет верификации карты Infinitumcard. Все, больше не надо ничего расписывать. Но вы прикрепляете сюда в обязательном порядке вот этот файл. Наша поддержка требует вот этот файл, вот этот. То есть делаете скриншот файла, где у вас стоит вот этот текст. Отправляете этот файл в поддержку и отправляете в поддержку документ, тот, о чем я говорила в начале, в нашу поддержку. С одной стороны документ, с другой стороны бумага, на которой написано Infinitumcard, подпись, дата. В обязательном порядке. Отправили, и дальше поддержка решает все сама. Мы уже все это прошли. У нас некоторые даже проскочили с документами, когда вводили этот порядок, проскочили с документами, которые просто паспорт, все сложилось, с понедельника не сложится. Не делайте, не рискуйте. Вам придет рассылка. В целях вашей безопасности, для усиления сохранности ваших активов, пожалуйста, пришлите по такой-то форме фотографию. Все, и вы будете ждать очень долго, рассматривать не буду. Делайте все сразу. Файл по верификации карты должен быть именно таким. С одной стороны документ, с другой стороны вы с документом и с бумагой Infinitumcard, дата, подпись. Все. Все, что касается внутри карты отправки документов один раз, то там, еще раз повторю, проходит паспорт любой, не только загранпаспорт и справки. Все. Отправка собственная через поддержку только таким образом. Я надеюсь, это понятно. Сегодня я более точно рассказала моменты и еще раз обратила внимание на вопросы, которые мне переспрашивают. Можно ли в карте внутри отправлять паспорт? Можно, но документ это должен быть номер зарегистрирован при регистрации. Если вы видите, что у вас другой паспорт закончился, вы давно регистрировались, либо еще какая проблема, напишите вначале в поддержку в основном кабинете замену паспорта на новый. Не надо много слов. Поддержка, замена паспорта, тема. Опять описание, мой логин, моя почта, замена паспорта номер такой на номер такой. Все. И отправляете свой файл, где у вас с одной стороны ваша фотография, с другой стороны Infinitumflame. Вы меняете данные в профиле основного аккаунта. Это для того, чтобы отправить в карте свой паспорт. При этом думайте сразу о сроках справки. Вначале все поменяйте, приготовьтесь, потом возьмите справку. Дата должна быть свежей, не менее 80 дней. Остается 60, она рассматриваться не будет.
То есть 3 месяца, когда указываются правила, именно 3 месяца. Все, я думаю, на все вопросы я ответила.